Добрый день, друзья! Интерес к теме правильного питания все время растет. Я тоже не могла обойти ее стороной, поэтому сегодня поделюсь с вами простым и удобным способом, как приготовить тыквенное пюре дома. Его можно использовать во многих и разных блюдах. В кексах, тортах, капкейках, делать супы, соусы. И этот вариант приготовления идеален еще и для детского питания. Для приготовления вкусного тыквенного пюре нужна всего лишь одна тыква. Никаких дополнительных ингредиентов здесь не нужно. Итак, тыкву моем, обрезаем хвостик и разрезаем пополам. Тыкву можно брать любого сорта, но она должна быть очень спелая. На канале мы с вами готовили уже кашу из тыквы и запекали тыкву с сыром фета в духовке. Если вы пропустили эти рецепты, ссылки на них я оставлю в описании под видео. Посмотрите, какого ярко-оранжевого цвета моя тыква, а это значит, что и готовое пюре будет красивым и насыщенным. Теперь с помощью ложки очищаем тыкву от семечек. Далее переворачиваем тыкву и при помощи овощечистки очищаем ее. Если у вас нет овощечистки, вы можете запечь тыкву с кожей, а после приготовления легко ее снять. Вот такая идеально гладкая и очищенная тыква должна быть. Теперь тыкву мы разрезаем на небольшие кусочки. Делать их одинаковыми по размеру и форме не нужно. Главное, чтобы удобно было их запекать. Я разрезала тыкву на вот такие кусочки. Так как тыкву мы будем запекать в духовке, нам понадобится вот такая железная форма. На дно застилаем лист фольги. Если фольга плотная, можно застелить и в один слой. Если она у вас тоненькая, то желательно сделать два слоя. Теперь выкладываем подготовленную тыкву. Запекаем то количество тыквы, которое вам нужно. Накрываем вторым листом фольги и аккуратно заворачиваем края. В таком виде отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут. Через час с помощью щипчиков разворачиваем фольгу. Проверяем готовность тыквы. Она должна стать очень мягкой. Достаем из духовки, ставим форму на решетку, разворачиваем полностью фольгу и даем немного остыть. На данном этапе снимаем с мякоти кожицу, если вы запекали неочищенную тыкву. Далее слегка теплую или полностью остывшую тыкву перекладываем в большую емкость. Посмотрите, насколько она мягкая. И теперь с помощью погружного блендера пюрируем тыкву. Приготовленная таким образом тыква сохраняет весь аромат и вкус. Такие заготовки можно подготовить заранее и хранить в холодильнике или морозилке. А потом достал и сразу можно приступать к приготовлению любимых тыквенных блюд. Пробуйте, делитесь в комментариях, какие вы делаете овощные пюре и куда вы их используете. А я желаю вам удачи на кухне, скоро увидимся. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».